Ну, началось. Ты снимаешь что ли? Да я начал снимать, он прибежал. Лежать. Все. Все, умница. И тихо себя вести. Добрый день, друзья. Очень давно был задан один вопрос. Почему вы нам не показываете, как вы лечите орхидеи? Как полечить стволовую гниль? Как полечить мокрую гниль? Почему орхидеи, которые у вас растут, они не пропадают? И вот я все время думала, как же ответить на этот вопрос. И все время искала на своих полках, а у меня более 270 орхидей. На какой же орхидее мне что вам показать? Конечно, не хочется, чтобы ни одна орхидея пропадала. Но, подводя итоги прошлого года, могу сказать вам, что я вам показала все орхидеи, с которыми хоть что-то у меня случилось. Показала орхидеи, которые начали расти деток. Это всего 2 орхидеи, у которых сгнила точка роста. Показала 2 орхидеи, Джену и бронзового Будду, которые в одночасье развалились, но это только что купленные орхидеи. Да вот, пожалуй, и все. И еще была одна орхидея, которой было примерно год. Она выпустила цветонос, цвела и тоже практически развалилась в одночасье. Вот это всего 5 орхидей, с которыми что-то случалось у меня в прошлом году. Вот здесь у меня стоит еще одна орхидея, но вы видите, что она растет. Но у нее очень был, как я сейчас уже могу сказать, было какое-то интересное заболевание. Сейчас я вам его обязательно покажу. Но что касаемо тех орхидей, о которых я сказала, орхидеи, которые куплены, пока они у вас не адаптировались, пока вы не разобрались, что хочет, что может и как ведет себя эта орхидея, предсказать, что с ней будет дальше, вот как с Буддой, это зависит не от меня. Это новая орхидея, которую я купила, и я не знаю, как она себя еще поведет. Прекрасно отстояла там месяц или полтора, и потом рассыпалась. Что это может быть? Даже придумать не могу, а придумывать я не люблю. Я люблю говорить о том, что я знаю или понимаю, что случилось. Может быть, это еще неустойчивый сорт. Может быть, мне попалась просто такая орхидея, которая не жизнеспособна была. И я считаю, что когда у вас орхидея находится более 2 лет, она просто не имеет права начать гнить и получить какое-то заболевание, например, стволовую гниль. Не бывает у меня такого. Те орхидеи, которые у меня растут больше 2 лет, они всегда здоровы. А те, которые только что куплены, с ними случиться может все что угодно. Но я имею в виду сейчас не потерю корней, не наращивание корней. Я имею в виду именно какие-то заболевания. И вот когда у вас орхидея 2 года, никаких заболеваний с ней быть не может. Но как, впрочем, и у меня. Какой из этого можно сделать такой небольшой вывод? Когда орхидея приспосабливается к вашим условиям, вы же не знаете, чем ее стимулировал к цветению или к росту производитель. А там может все быть что угодно. Стероиды, гормоны, какое-то обилие непонятных удобрений для нас, а удобрения явно бывают со стероидами и гормонами. И вот это все я никогда не использую. Я стараюсь прочитать все, что написано на упаковке и удобрений, и каких-то препаратов, и исключаю их из обработок для орхидеи. Поэтому после 2 лет, после исчезновения или переработки, предположим, всех гормональных и стероидных и каких-то препаратов, которые использовал производитель, у меня орхидея переходит на собственный синтез кислот,
которые ей нужны именно в тот момент жизни, она умеет их сама синтезировать. А синтезирует она их только из того, что я ей предлагаю. А кроме как удобрения, микроэлементы, я ничего орхидеи не предлагаю. Я стараюсь уйти даже от массы лечебных препаратов. У меня есть такая большая коробочка, а я всего использую 3 препарата. Это препарат Максим, Привикур и Фундазол. Больше я ничем не пользуюсь. И то стараюсь как можно меньше использовать и Фундазол, и Привикур. И даже тот же самый Максим. Мы сейчас с вами проводим эксперимент по наращиванию корней у орхидеи. И только из 5 орхидей я на одной применила Максим. И то маленькую точечку поставила. Но вот на этой орхидее я тоже применяла Максим. Сейчас покажу вам почему. Стараюсь минимизировать все эти препараты для орхидей. Ну, какие препараты? Стимуляторы роста. Я ухожу от этого. Может быть, поэтому мои орхидеи больше и не болеют. Тьфу-тьфу-тьфу, пусть так дальше тоже будет. Но что я хочу показать вам на этой орхидее? Эта орхидея у меня вот на данный момент, ей 1,5 года. Это Андора. В прошлом году она цвела. Буквально сразу после покупки она цветонос первый отсушила, выпустила следующий цветонос и зацвела. Отцвела, все хорошо. И вдруг, что я вижу на этой орхидее? Я никогда в жизни этого не видела ни на одной орхидее. Я поверну. Видите, здесь весь ствол нормальной орхидеи. А вот с этой стороны что-то с орхидеей случилось. Что я нигде не смогла найти, что же это за болезнь. Помимо того, что у нее на стволе начали вот так засыхать гармошкой листики от основания, но мне показалось, что это похоже на жабры рыбы. Я назвала это жаберной болезнью. Но это, конечно, шутка. Какая-то сухая гниль. И вот такие же полоски появились на 2 листьях. Я долго искала информацию, не нашла. И так как я пользуюсь всего 3 препаратами, я подумала, намажу самым таким слабым препаратом. Для меня самый слабый препарат – это Максим. Потому что стараюсь как можно меньше использовать фундазол. Я использую только, если я вижу красные корни. В других ситуациях я стараюсь его не использовать. И после того, как я просто неразбавленным Максимом намазала все эти, ну, будем говорить, трещинки, там, полосочки. Не знаю, может быть, кто-то встречался с таким заболеванием. Может, кто-то нам подскажет, что это. Чтобы еще раз поискать и почитать в интернете, что же это могло быть. После этого она подсушила все эти полосочки. Корни она в тот момент, когда каждый листик вот так стал с черненькими полосочками, она корни не стала закукливать. В горшке у нее осталось много корней. Она не стала отсушивать листья. Корни продолжают расти. Вот здесь видно внизу горшка, что они растут. Но после этого я терпеливо жду какое-то время. Начинает расти следующий лист. Начинает расти следующий лист. И у этих 2 листьев такого не происходит. Но для меня было самое удивительное, что это происходит только с одной стороны. С другой стороны, никаких проявлений не было. Выросли 2 этих чистых листа. Корни продолжают расти. Но, естественно, после того, как я немного нанесла Максим на орхидею, корни пошли еще из всех пазух. И когда я сегодня снимала эту орхидею с полки для съемки, я увидела, что она, сейчас наведем камеру, она вот здесь
пустила цветонос. И я сначала так расстроилась, что это цветонос из точки роста, но потом, когда стала разглядывать, я увидела, точка роста осталась не затронута, а этот цветонос начал расти из боковой почки. Надеюсь, что я все правильно рассмотрела. Вот эта орхидея молодая. Поэтому что может произойти от этих гормональных препаратов, мы с вами можем только увидеть, когда это произойдет. А вот все орхидеи, которые стоят и за мной, и в других комнатах у меня много орхидей, у них никогда не бывает стволовой гнили. Этим орхидеям, вот здесь внизу орхидеи, им только год. И я внимательно за ними наблюдаю. А всем остальным, ну почти всем остальным, 5, 6, 7 лет. И ничего не происходит. Чему я, конечно же, очень рада. Вот сегодня я рассказала только об одной причине, о применении стероидов и гормонов. Ну, упомянула, скажем так. В следующих своих выпусках я расскажу, почему и как я сажаю орхидеи, чтобы не допустить стволовой гнили, почему в керамзит, почему и как именно я делаю посадку. Я всегда об этом говорю, но в следующий раз я расскажу более подробно. И обязательно в одном из следующих выпусков, потому что это, наверное, самый задаваемый вопрос, расскажу о том, каким керамзитом я пользуюсь, почему я пользуюсь для фаленопсисов только керамзитом, как я его обрабатываю перед посадкой и как я поливаю. О поливе будет обязательно отдельный ролик. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.